привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео покажу вам полезные лайфхаки для кухни, для здорового питания, которые я сама использую, поэтому видео будет довольно интересным. Поэтому обязательно оставайтесь со мной, підписуйтесь на мой канал, если до сих пор ще этого не сделали. А також нагадую, що у мене є другий канал, тому якщо ви з України, то обов'язково приєднуйтесь. А ще підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм, бо там ще більше корисної та цікавої інформації, яка виходить набагато частіше. Начнем со способа, которым я пользуюсь при хранении зелени. Тогда она хранится дольше, не портится и всегда готова к употреблению, а не залеживается в холодильнике до тех пор, пока не сгниет и ее не выкинешь. Потому что иногда бывает просто лень ее мыть, сушить, нарезать и откладываешь это на следующий прием пищи, а рано или поздно заканчивается все, сами знаете чем. В общем, таким способом можно заготавливать абсолютно любую зелень. Я в основном заготавливаю так листья салата, укроп, петрушку, кинзу и так далее. Ее необходимо очень хорошо промыть и затем хорошенько просушить. Можно с помощью такой штуки или же просто разложить на бумажные полотенца, но главное не на солнце, иначе она завянет. Я сначала просушиваю с помощью сушилки, а потом все равно минут на 5 выкладываю, чтобы окончательно влага вся ушла. Листья салата я обычно храню в пластиковом контейнере, так как они довольно объемные, и также туда вовнутрь подкладываю бумажное полотенце. Оно в себя впитает лишнюю влагу с зелени и будет ее же потом в течение последующих дней подпитывать. А такую зелень я просто храню в обычных зип-пакетиках. Я обычно делаю это раз в неделю, и около недели зелень может спокойно храниться. Вовнутрь пакета также подкладываем бумажное полотенце, и она остается свежей длительное время и всегда готова к употреблению. В общем, если вы не знали этот лайфхак, всем советую обязательно его попробовать. Совсем недавно у меня вышла новая программа питания летняя 2.0. Она рассчитана на 14 дней на среднюю калорийность 1350-1450 килокалорий. Как обычно, меню включает в себя 4 приема пищи и большое количество вкусных и полезных рецептов. До конца месяца на нее будет действовать скидка, поэтому, кому интересно, оставляю для вас ссылочку в описании под видео. Следующий лайфхак может не такой актуальный для всех, но для меня последнее время да. У меня сын очень любит чай пить с лимоном, а я, например, не люблю, и поэтому, когда я отрезаю пару долек, половинка лимона может испортиться, потому что долго лежит без дела. Поэтому я нашла в интернете такой способ, я просто нарезаю лимон сразу уже заранее дольками, иногда 2 лимона сразу, разрезаю дольки пополам, чтобы так удобнее было. И далее сейчас покажу, что с ними делать. Перед этим нужно удалить косточки. Обязательно, хотя в принципе можно оставить, они большой роли не сыграют. Конечно, приятнее, когда в лимоне косточек нет. Каждую дольку я разрезаю пополам, можно также этого не делать, это по желанию, как вам больше нравится. Тарелку я заворачиваю пищевой пленкой и сверху выкладываю половинки лимонных долек. Ну а теперь их мы отправляем в морозилку, пока они не заморозятся на пару часов. Ну а теперь снимаем их с пищевой пленки, и я просто сложу их в обычный контейнер для хранения. В таком виде их сразу же можно будет добавить в чай, они при этом еще и сделают его не таким горячим. На одну чашку обычно я кидаю одну, иногда 2 штучки. В результате, кстати, разницы с тем, был это свежий лимон или замороженный, на вкус нету. Также можно кидать его в воду, чтобы заодно сделать ее более освежающей. Сейчас в жару довольно актуально. В общем, кто любит чай с лимоном, советую также попробовать. Ну а следующий лайфхак – это способ, как приготовить куриное филе очень сочным, вкусным, при этом не используя практически масло, с минимальным его количеством, при этом на сковороде, если у вас нету духовки, аэрогриля и всего остального, то есть когда у вас в распоряжении просто плита и сковородка. Нам понадобится пергамент для выпекания, его смазываем маслом, я это делаю с помощью диспенсера такого, можно просто смазать кисточкой, сверху добавляем специи, так чтобы они как раз налипли у нас на масло. Филе посыпаем солью, я его предварительно разрезала на 2 кусочка, чтобы они были тонкими, как на отбивные. Заворачиваем филе в этот смазанный специями и маслом пергамент. Можно даже так оставить их храниться на некоторое время, чтобы они пропитались специями и их ароматами. Так будет даже вкуснее. Но можно и готовить сразу. Я делаю все то же самое со вторым кусочком.
И теперь разогреваем сковородку, выкладываем на нее мясо в пергаменте, при этом на сковородку масло, воду, ничего не добавляем. Накрываем крышкой на среднем огне, готовим 5 минут с одной стороны, возможно чуть больше в зависимости от вашей плиты. Переворачиваем, и теперь я добавляю совсем немножко воды в сковородку, чтобы у нас курица готовилась немножко как будто бы на пару, под закрытой крышкой еще минут 5 до полной готовности. Этот способ не только очень быстрый, еще и довольно вкусный, потому что филе получается очень сочным, таким, как будто бы вы его запекали долго в духовке со специями, но при этом мы потратили буквально 10 минут. Но использовать его можно как для салатов, так и для шаурмы, как и просто белковая составляющая вашего приема пищи. Но сейчас покажу вам, что будет, если взять 2 пучка зелени, немного чеснока, а также соль. Отправить их все в чашу измельчителя. У меня здесь зелень петрушки и зелень укропа. Зубчиков чеснока около 5. Все их вместе аккуратно складываем в измельчитель и отправляем сюда 100 грамм соли, обычной морской. Ну а теперь перемалываем это все вместе до однородности. Итак, в результате у нас получилась довольно ароматная соленая масса, которая вообще мало для чего нам сейчас может пригодиться. Но дальше мы сейчас возьмем форму для выпекания и отправим в нее нашу массу. Равномерно ее распределим, чтобы она не была комочками, и ставим ее в духовку, разогретую до 70 градусов на 4 часа. Периодически будем ее помешивать, чтобы она у нас рассыпалась на вот такую вот ароматную зеленую соль. После всего этого процесса лучше еще раз отправить ее в чашу измельчителя, потому что могут быть вот такие небольшие комочки, и измельчить, и тогда она будет рассыпчатая, как обычная соль, только ароматная и зеленая, которая любое наше блюдо может сделать очень вкусным, намного вкуснее. Я его храню в такой баночке для специй, и когда мне нужно, просто добавляю в салаты, либо же к блюдам. Ну а сейчас покажу вам, как приготовить овсянку долгого приготовления, которая варится около 20-30 минут, и у большинства людей нету столько времени с утра, когда они готовят себе завтрак. Так вот, сейчас узнаете лайфхак, как ее приготовить буквально за 1 минуту. С вечера нам необходимо взять нужное количество нам овсянки и залить водой в соотношении примерно 1 к 2. Я наливаю на глаз так, чтобы воды было буквально чуть-чуть больше, чем овсянки. Вода у меня была комнатной температуры, далее я просто накрываю кастрюлю крышкой и оставляю на плите до утра, плита выключена, естественно. И вот утром овсянка впитала в себя воду, и она стала мягкой, и теперь ее достаточно просто разогреть. Если, например, вы любите овсянку с молоком, замачивайте ее все равно в воде, а утром просто добавляйте нужное количество вам молока, чтобы она, во-первых, тоже была нужной вам консистенции. Я провариваю буквально 1 минуту, чтобы она не была жидкой, так как я люблю более густую овсянку. И больше всего я люблю ее сочетать вместе с вареным яйцом. Также добавляю к ней сверху немножко тертого сыра и, конечно же, свежую зелень, овощи и так далее. В общем, способ очень помогает экономить время, не тратить его на ожидание того, пока не сварится овсянка, а приготовить свой вкусный завтрак очень быстро. Следующий лайфхак – это то, как я заготавливаю заправку для салатов. Я это тоже делаю раз в несколько дней. Мне так удобнее, чтобы каждый раз не собирать все эти ингредиенты вместе. Я беру 10 столовых ложек оливкового масла, добавляю к ним 10 чайных ложек бальзамического уксуса. Далее 10 чайных ложек лимонного сока, можно взять свежевыжатый, либо же вот такой. К ним теперь добавляю 50 грамм меда и также добавила еще 1 чайную ложку соли и 5 чайных ложек зернистой горчицы. И теперь просто перемешиваю это все ложкой. Можно, кстати, перебить блендером, но мне нравится, когда горчица попадается вот такими зернышками. Ставлю соус в холодильник, и все, когда он мне понадобится, чтобы заправить какой-нибудь салатик, я просто его слегка перемешаю и поливаю салат. Заправка, кстати, очень вкусная.
На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуски новых видео. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.